Ко дню поцелуев, самые яркие сцены, от «Унесенных ветром» до «Игры престолов» сцены поцелуев в фильмах всегда привлекали внимание как киноманов, так и обычных зрителей. Многие из этих сцен позже становились культовыми. Их запоминали, копировали, восхищались ими. За всю историю кинематографа мы видели тысячи самых разных поцелуев. И по случаю Дня поцелуев «Сплетник» Ру решил вспомнить самые яркие кинопоцелуи, причем разных жанров. Н.Е. Классические поцелуи «Завтрак у Тиффани», «Брекфаст at Tiffany's», одноименная книга Трумана Капоте, по которой был снят фильм, заканчивалась тем, что героиня Одри Хепберн, Холли Голайтли, уезжала из Нью-Йорка. Голливудские продюсеры решили, что подобный финал станет плохой перспективой для зрителей, которые любят романтические комедии, поэтому добавили хэппи-энд, в котором она остается с Полом. Их финальный поцелуй под дождем запомнился не только фанатам классических фильмов, но и бедному коту, который промок вместе с ними. «Унесенный ветром», Гони Уитуинд, экранные романы нередко переходят и в реальную жизнь. Порой актеры настолько вживаются в роль, что продолжают отношения вне съемочной площадки, но между главной кинопарой 20 века Кларком Гейблом и Вивьен Ли разгорелась настоящая война. Исполнитель роли Ретта Батлера съедал практически целую луковицу перед началом съемок всех любовных сцен в фильме. Правда, это не помешало актрисе воплотить невероятную любовную историю на экране. «Леди и бродяга», Лады Антитрамп, классическая история Ромео и Джульетти от Уолта Диснея вышла на экраны в 1969 году. Несмотря на то, что мультфильм был создан уже после самого строгого периода голливудской цензуры, некоторые все равно негативно восприняли сцену поцелуя, которая намекает на нечто большее между двумя главными героями. Все потому, что они фактически не были в браке. Впрочем, многие поколения детей, выросшие на этой истории, не обратили на эту деталь ни малейшего внимания. Нестандартные поцелуи «Игра престолов», Game of Thrones, романы в мире «Игры престолов» всегда разгораются внезапно. Некоторые пары из врагов превращаются в любовников, как Джон Сноу и Адичелла Игрит, актеры, к слову, поженились в реальной жизни, а некоторые из родственников, в долгосрочных партнеров, как Серсей и Джейми Ланнистер, порочная связь которых привела к появлению 3 детей. От поцелуя они не удержались, даже находясь рядом с трупом собственного сына. К слову, этот инцест не единственный в «Игре престолов». Финал 7-го сезона оставил интригу в отношениях между лордом Винтерфеллом и матерью драконов, которые внезапно оказались в родстве, но сами пока об этом не подозревают.
Малхолланд Драйв, Мулholland Драйв. Дэвид Линч никогда не стремился объяснять свои фильмы, он активно избегал интервью на эту тему и всегда оставлял зрителей один на один с загадочными и мистическими сюжетами. Так произошло и в случае Малхолланд Драйв. Странные отношения героини Наоми Уотс и ее партнерши по фильму Лауры Херинг режиссер обозначил только одной фразой: «Любовная история в городе снов». Но это вряд ли поможет понять, был поцелуй между девушками сказкой или реальностью. Жизнь Адель. Блуэйсту Эрнест Челур, обладатель «Золотой пальмовой ветви» в Каннах 2013 года и фильм, который председатель жюри Стивен Спилберг назвал великолепной историей любви, рассказывает об отношениях двух девушек, Эм и Адель. На съемках режиссер Абделатиф Кешиш был настоящим тираном и заставлял актрис Леа Сейду и Адель Экзаркопулос снимать по сотне дублей одной сцены, в особенности это касалось эпизодов сексуального характера. «Зови меня своим именем, Чалме Баурнами». Фильм итальянского режиссера Лука Гуаданьино запомнился всем любителям независимого кинематографа как история, которая разбивает границы. Не устояли даже американские киноакадемики, присудившие фильму «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Любовные отношения молодого ученого Оливера и подростка Эля, которые развиваются в течение одного лета, закончились вынужденным расставанием. Но режиссер уже заговорил о большой вероятности съемок второй части. «Поцелуй с монстрами-невидимка», «Алаумань», триллер от режиссера «Основного инстинкта» Пола Верховена, «Невидимка». История о неудачном эксперименте одного ученого, который долгое время работал над инъекцией, делающей предметы невидимыми. В конечном счете он испытал на себе эффект от собственного изобретения, а затем сошел с ума и начал убивать всех вокруг. В том числе напал на свою возлюбленную в исполнении актрисы Элизабет Шу. К счастью, она вовремя успела сбежать от маньяка. «Восставшие из ада 2», «Hellbound», «Hellraiser 2», кровавая эпопея о монстрах из ада растянулась аж на целых 10 фильмов, последний из которых вышел в начале этого года. Сюжет всех частей был завязан на древней шкатулке, открывающей двери в ад. Герои постоянно меняются, но неизменным остается главный злодей – Пинхед. Несмотря на атмосферу ужаса, даже в адском пекле не угасают страсти. «Чужой 4» еще одна культовая франшиза ужасов. «Чужие» начиналась как камерная история лейтенанта Рипли, эту роль блестяще исполнила Сигурни Уивер, и разрослась до масштабной вселенной с сиквелами и приквелами. О кровожадности ксеноморфов говорить не приходится. Им хватает пары секунд, чтобы разорвать человека на части. Но даже под страхом жуткой смерти некоторые все-таки проявляют нежные чувства к этим монстрам. Как это сделал доктор Джонатан Гадиман в 4-й части.
Формы воды, Шапе Футер, оскароносная история любви от Гильермо дель Торо показала, что отношения с Ихтиандром можно построить не только под водой, но и на суше. А финальный поцелуй главных героев растрогал даже самых черствых зрителей. Режиссер вообще любит показывать монстров, которым не чуждо ничто человеческое. Невеста Чики, Бридя в Чучки, кукольный монстр Чики пережил множество реинкарнаций, а его история стала франшизой из 7 фильмов. Изначально это был убийца, чья душа после смерти переселилась в детскую игрушку, но криминальные позывы Чики вырвались наружу. В одной из частей он встретил свою вторую половинку, которая тоже стала куклой после смерти, и вместе они наводили ужас на целый город. Поцелуй с самим собой чужой, Завет, Alien, Covenant. В очередной части «Чужих» Майкл Фассбендер сыграл сразу 2 персонажей: андроида с комплексом бога Дэвида и миролюбивого робота Уолтера. Технологические компании будущего используют одну и ту же модель внешнего вида для своих изобретений, поэтому выглядят они идентично. В одной из сцен фильма хитроумный Дэвид пытался переманить Уолтера на свою темную сторону, но ничего не вышло. И напоследок. Он просто очень сильно любит себя самого равно, а какие кинопоцелуи запомнились вам? Фото Гиппи.